Привет! Собирайся, ты едешь в Калининград. Не знаешь, чем там заняться? Тогда смотри внимательно. Зачем откладывать неизбежное? Сразу начнем с мяса. Икарус справа, Евгений слева, наш суперлетчик Игорь Гилев. Мы все на аэродроме Гвардейский. Поехали! Парашютисты, летчики и дорогие наши не очень спортивные друзья. Несколько аэродромов Калининградской области ожидают вас с полным арсеналом. Прыжки с парашютом, прогулки на Икарусе, Яке, Ламбаде, тренировки летчиков включительно, и это даже не полный список. Есть даже гидросамолет, теперь полный. Икарус – легкий двухместный самолет для веселых и зрелищных прогулок и буксировки планеров типа Ламбада. Кто смотрел «50 оттенков серого», признавайтесь. Там эта парочка Твикс на таком планере летала. Мне подруги рассказывали. Ну как, классно? Да. После прогулки на Икарусе вообще не хотелось уезжать. И не зря мы задержались. Спустя некоторое время нас решили удивить еще больше. Кому, как и мне, интересно, каково находиться в работающей стиральной машине. Сейчас вы немного прикоснетесь к этому запретному знанию. Это Як-52. На нем готовят будущих летчиков-истребителей и штурмовиков. Если для вас мертвая петля, штопор и бочка – это просто слова, то бумажный пакет в зубы и вперед. Непередаваемые ощущения гарантированы. В самолете были мы, я и Владимир Анатольевич Соломатин. Потом Женя был с Владимиром Анатольевичем Соломатиным. Да. Летчик первого класса, офицер с высшим военным образованием, командир экипажа и директор авиаклуба «Гвардейский», обладатель голливудской улыбки и золотой медали об окончании высшего, военного, авиационного училища имени Грицевца. Лучше бы мне вот это сказали на инструктаже, а не то, что мне сказали. Если что-то пойдет не так, открываешь окно и выпадаешь из салона. Ну хорошо, да, поняла, все сделала. Нет, там без истерики, все с абсолютно спокойным лицом говорю. Каждый день так делаю. Да, все, окей, я поняла, все, выпадаю из салона, да. Просто в тот момент у меня в голове было примерно следующее. Так, парашют, который не крыло, им нельзя управлять. А если я повисну на нем на дереве? А если окно заезда не откроется вообще? А что, если я потеряю сознание еще до того, как мне что-то открывать? В общем, к моменту взлета я уже была намертво вжата в кресло страхом и ремнями безопасности. Абсолютно потеряла дар речи. Хорошо, что это все быстро и закончилось, и мы взлетели. Все так спокойно начиналось, ничего не предвещало беды. Мы просто набирали высоту, и вдруг
Выключается двигатель. Все, дальше как в тумане. К этому нельзя подготовиться заранее. Ваше тело привыкнет в лучшем случае к концу этого мероприятия минут через 7-10. До этого советую кричать как можно громче. На инструктаже несколько раз говорят, что надо напрягать мышцы пресса живота, чтобы не потерять сознание из-за отлива крови от головы. Но в самолете ты об этом напрочь забываешь, и крик сильно выручает. Попробуйте поорать. Вот прям громко. Можно даже пресс не качать и фитнес не ходить, просто орите, пока вас не выселят. На этом моменте я честно призналась пилоту, что практически в обмороке. И он тоже честно признался, что не все успевают признаться. Иногда он сажает в самолет с человеком в полном отрубе. И смотришь на человека, который сзади летит, а там наушники отдельно, ты отдельно, язык на плече. Не доводите до этого. Конечно, повторила бы, что за вопрос? Человек должен рисковать хотя бы раз в день, иначе так никогда и не узнает, что он удачлив. С этой прекрасной фразой Джимми Джонс сподвиг на массовое самоубийство 900 человек в своей секте. А вот Жене пришлось весь полет держать себя в руках. Он камеру направил на себя.
Огромное спасибо аэроклубу «Гвардейский» за один из самых счастливых дней в нашей жизни. Очень большой был соблазн еще полетать на планере «Ламбада» и гидросамолете «Амфибия». Просто представьте себе, вы летите на самолете и вдруг садитесь на воду где-то в Куршском заливе. Клево, да? В описании ищите ссылку на инстаграм этой дроп-зоны. Мы туда так и не успели, возможно, успеете вы. У Жени немного челюсти выпало, а так без потерь. Но она встала потом на место. На берегу реки Приголя в деревне Сокольники стоит потрясающий отель «Лангендорф». Помните, мы видели его с высоты? Назван он так в честь старого названия деревни. Основан на базе крепости XIII века, принадлежавшей древнему дворянскому роду. Семья состояла сплошь из вождей и значилась как род первых и древних викингов. У них на сайте просто обалденная история, ребят. На протяжении 7 веков и вплоть до Второй мировой, с которой не вернулось двое последних молодых наследников, семья очень крепко стояла на ногах. Приумножали фамильные земли, члены семьи занимали высокие должности в орденском государстве, герцогстве и королевстве Пруссия. А с середины XIX века ударно занимались животноводством. Производили масло, сыр, сухое молоко и даже молочный сахар. Потом я узнала, что это что-то типа конфет-коровка. В среднем в имении насчитывалось 96 лошадей. Представьте только, скольким людям семья дала работу. 34 семьи сельскохозяйственных рабочих жили в домах на 1 километр вдоль реки Приголя. Благодаря реке в имении даже была флотилия речных судов для пассажирских и грузовых перевозок, а право на рыбную ловлю в реке сдавалось в аренду рыбаку, проживавшему на территории имения. В настоящее время Лангендорф – это фешенебельный отель с красивейшей территорией и соответственным ценником. Свадьба была бы тут просто потрясающая, а собственное огромное аэротакси развезет всех гостей одним разом. Еще отель славится интересными программами а-ля лечебное голодание. Но не бойтесь, кухня здесь отменная. По дорожке здесь можно спуститься вниз к реке. Можете за меня не переживать, соль я не получила. Калининградцы очень добрый народ. До города из Лангендорфа мы решили дойти пешком. Шучу. Просто от отеля до трассы растет обалденное кукурузное поле, и я не могла не воспользоваться моментом. Если убить человека, скинуть его в эту канаву или в кукурузу затащить, его уже никогда не найдете. Лайфхаки для убийц от Евгения Михайловича. Не успели мы дойти до трассы, как опять проголодались. Уехать оттуда оказалось вообще не так просто. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Какая кузару? Но волшебнейшим образом мы встретили его, нашего спасителя, нашего гида и проводника по Калининградской области на весь период отпуска, Ивана. Мы боимся даже представить, насколько бы все было плачевно без тебя. Большой тебе пламенный привет. В общем, ребята, если вы тут оказались, то такси надо вызывать прямо из Лангендорфа, так как надеяться, что вы его здесь встретите, не приходится. Автостопом вас тут не возьмут, скорее закатают на большой скорости.